Всем огромный привет! С вами Эдуард Маркин и Владимир Сидоренков. Здравствуйте, всем привет! Добрый день! Я сооснователь компании ADEMS, Владимир преподаватель и действующий предприниматель в городе Самара, студии «Заточки ADEMS». Владимир уже несколько лет преподает в нашей Международной академии заточки основам и азам и мастерству заточки парикмахерского маникюрного инструмента и не только. Итак, друзья мои, сразу хочу сказать, что после просмотра данного вебинара вы получите ответы на несколько вопросов. Первое и основное, как затачивать ножи парикмахерских машинок на станках и приспособлениях, которые мы предлагаем к приобретению и по нашей технологии. Также вы получите ответы на вопросы, по какой примерно траектории двигаться для достижения результата. Итак, мы забыли спросить, да. Как нас слышно? Если нас слышно, хорошо, видно, пожалуйста, дайте знать в чат. Мы будем понимать, что мы с вами на связи и будем начинать. Также мы всех, кто не успел присоединиться, просим вас присоединяться, потому что самое интересное будет впереди. Но мы, если говорить о заточке ножевых блоков, сам вопрос он довольно-таки непростой. Да? Да. И мы на протяжении, наверное, ну вот уже сколько компаний существует, 10 лет, мы бьемся над этим вопросом. Существует много методик, много точек зрения, много технологий и оборудования для решения данного вопроса. В России, ну и, так скажем, в ближнем зарубежье не так много решений по этому вопросу, поэтому мы сейчас предлагаем именно решение от нашей компании. Решение, которое действительно работает, и мы на практике, мы даем обещание, мы гарантируем с Владимиром, что сегодня, после просмотра данного вебинара, который продлится не более 1,5 часа, мы ответы дадим на ваши вопросы, как все-таки прийти к этому решению, чтобы довольный парикмахер или грумер приходил к вам еще для заточки данных ножей. Итак, вкратце о нас еще раз. Мы компания ADEMS. ADEMS работает с 2010 года. Занимается проектированием станков и продажей их для заточки парикмахерского маникюрного инструмента. Также мы помогаем открывать свое дело, свой бизнес всем желающим с точки зрения помощи организации как маркетинговой, как оснащением мастерской, технологиями. И, соответственно, можем предоставить полностью под ключ открытие мастерской. Это второе наше направление. И третье наше направление – это преподавание. У нас есть Международная академия заточки, в которой вы можете обратиться и пройти обучение заточки любому, в принципе, режущему инструменту. Я даже не побоюсь, наверное, этого слова, любому. Любой режущий инструмент мы можем показать, как его затачивать. Это и парикмахерский, маникюрный инструмент, медицинский, бытовой, садовый. Кроме промышленного. Кроме промышленного, да. То есть в большей степени такой вот бытовой сектор. Стамески, ножи электрорубанков, фуганков, ножи разделочные, бытовые, боенские так называемые, ну и прочее. Итак, ну и опять же повторюсь же, Владимир, основатель студии заточки ADEMS в городе Самара, преподаватель Международной академии заточки, который непосредственно и передает свое мастерство, обучает, ну и, соответственно, делает это с удовольствием, и поверьте, то есть, мы как бы в этом вопросе очень щепетильны, чтобы наши клиенты оставались довольны, наши люди, которые к нам приезжают, не просто так приехали потусить, но и получили огромный багаж знаний. Еще раз напомню, чему посвящено наше сегодняшнее мероприятие. Мероприятие посвящено основам, либо алгоритму заточки ножей парикмахерских машинок с помощью технологий и оборудования компании ADEMS. Я потихоньку буду их снимать, да. Потому что, наверное, уже мы переходим к презентации станков. Да, пока Владимир разбирает ножи, я просто хотел осветить еще один момент. Это кто такие клиенты непосредственно кто являются клиентами
который приносит вот такие изделия. Но самый главный, какой вы будете нож затачивать сегодня? Ну, я начну вот с этого. Я его тестировал, и он давайте, то есть мы сегодня он в нерабочем состоянии. Мы сегодня проведем полностью эксперимент от показа, что мех, вернее, нож не режет мех. Ну и, соответственно, для того, чтобы вам показать, как все это происходит и что мы используем. Ну, я сейчас попрошу нашего видеооператора просто сфокусироваться именно вот на этом клочке искусственного меха, на котором, на котором проверяет готовность к работе ножей компании Moser. То есть, если вот вы посмотрите, то есть, видите, да, мех гнется, я вас не обманываю, то есть, он не стригет. То есть наша задача сделать заточку, и то есть чтобы легким вот таким вот движением нож был рабочим. То есть он, соответственно, убирал вот этот вот мех с его поверхности подложки. Вот. Также у нас еще есть машинка Oster 616. Начнем мы с вот этой вот, с грумерской машинки. Здесь то же самое. Вот я показываю, что рабочих характеристик как таковых здесь не существует. Итак, пока Владимир готовится к... все начнем с разборки, да? Я думаю, что надо сначала подготовить планшайбу. Давайте мы сейчас расскажем вообще, что нужно в процессе. Мы все поэтапно пойдем. Но первое, с чего я хотел бы начать, это показать, кто ваши клиенты. Клиенты — это парикмахеры, барбершопы различные, те, кто занимается стрижкой волос людей. Это первая категория. Вторая — это грумеры, так называемые, которые обеспечивают комплекс услуг по приведению собаки в божеский вид. Это и стрижка, и мойка. И вот эти грумеры, они также занимаются стрижкой собак, кошек, не знаю, других различных животных. Это и крупный рогатый скот, могут и лошади. Есть фигурное вырезание рисунков на лошадях, тоже такое есть. И эти люди пользуются машинками. Они схожи по конструкции, как и для людей, но имеют несколько особенностей. Вот. О машинках мы сейчас глубоко погружаться не будем. И эти все люди могут вам нести ножи. Вот, например, вот нож 1 и 2, видите, они отличаются. Кто не знаком с этой темой, говорим, что ваши клиенты — это парикмахеры и грумеры, основные клиенты. И также хочу отметить, что сами грумеры, у них, если у человеческих машинок для стрижки людей, как правило, это одна машинка основная плюс одна окантовочная. Плюс, в основном это вот так, и несколько ножей. Можно я прям в двух словах объясню? То есть, чем отличается парикмахерская машинка грумерская от работы человеческой? То есть, первое, это мощность мотора, это обязательно, потому что, как правило, у человеческих это в пределах от 9 до 13 ватт, грумерские от 20 до 45 ватт. То есть, соответственно, мощность выше, производительность выше. Второй момент, то есть когда мы снимаем грумерский нож, то есть здесь пружины, как правило, расположены стационарно, именно на ноже. То есть мы можем его обслуживать путем поджима, изменением степени прижима ножа, и также легко он устанавливается, то есть вот он в рабочем состоянии. Как правило, здесь, наверное, исключение машинка Oster, то есть... извиняюсь. То есть у нее тоже стационарный нож. У всех остальных машинок, которые существуют на рынке, у них, как правило, все эти ножи, точнее, все пружины находятся именно в корпусе машинки. То есть это их отличие и это их минус в том плане, что когда мы осуществляем заточку, нам приходится разбирать корпус машинки и воздействовать уже механически на сам поджим этой пружины. Но иногда это и невозможно. И, соответственно, здесь уже, исходя из нашего опыта, мы нашим клиентам стараемся объяснить корректно, что, например, эту машинку нельзя привести в то есть именно в рабочее состояние. И это нужно тоже понимать. Вот так совсем вкратце. Вот, и по количеству ножей у грумеров, как правило, этих ножей больше, потому что собаки, они существуют различных форм, пород, сами не только собаки, но это и другие животные, соответственно, сама шерсть, она тоже различная. Поэтому у грумера, как правило, вы с точки зрения грумера рассматриваете как клиента, то он более, наверное, даже интереснее. И в этом секторе у нас в России не развита вот эта услуга. Поэтому
И также ножи для грумеров, для стрижки животных, они тупятся быстрее, чем человеческие ножи. И, соответственно, этот поток, он может быть всегда при правильной организации заточного дела, поверьте, очень щепетильно относится грумер к стрижке животных, потому что, ну, это не человек терпеть не будет, он может и тявкнуть, и рявкнуть, и укусить, все остальное. Ну и любят животных своих питомцев, поэтому тут можно, так скажем, зарабатывать неплохо. Ну и так, перейдем, что нужно для того, чтобы зарабатывать, ну и того, чтобы получить результат по заточке ножевых блоков. Что нам нужно? Существует несколько методик. Заточка на чугунной плите либо на станке. Мы предлагаем объединить эти две технологии в одну единую с одной лишь только целью, чтобы вы зарабатывали деньги, чтобы вы не тратили. Ни для кого не секрет, что заточка ножевого блока на чугунной плите без станка имеет место быть. Но сколько вы потратите время на это, сколько усилий, сколько вы... Ну, это не чистое очень дело и грязноватое. Сколько вы потратите час-два на это дело, ну, непростое дело. Поэтому станок в основном 80-90% работы делает. Существуют некоторые виды ножей, которые требуются. Но мы все-таки предлагаем для достижения результата комбинацию. Итак, станок ADEMS Front Plate предназначен для заточки ножей парикмахерских и грумерских машинок. Он состоит из привода и специальной алюминиевой планшайбы. Я попрошу нашего оператора поближе показать. Для удобства, да, сейчас мы, ну, вот так вот, чтобы видно было нашим уважаемым зрителям, я покажу, что вот такая вот алюминиевая планшайба, причем алюминиевая планшайба в 2020 году претерпела значительные изменения и доработки от компании ADEMS. Мы ее полностью переработали. Мы очень много экспериментировали со сплавом. Мы добились сейчас того сплава, который отвечает этим условиям. Мы изменили геометрию планшайбы, мы изменили форму конусообразной поверхности, ну и, как видите, вот она, и убрали архимедову спираль. Таким образом, данная планшайба, она выполняет функцию, используется классическое шлифование ножей парикмахерских машинок. Итак, станок. Значит, станок, далее, он оснащен частотным преобразователем для изменения частоты вращения именно вот этой планшайбы. Вот, частота регулируется здесь до 1500 оборотов. Имеет кнопку включения и, соответственно, изменение направления вращения. Реверс и аверс. Можете вращать в одну сторону и, соответственно, в другую сторону. Так, станок надежный, имеет свое основание, имеет металлический корпус, соответственно, никакого вибрации, никакого, так скажем, колыхания этого станка нет. Надежный, как весь наш, как раньше говорили, советский, кто? Союз. Союз и Автопром, и кто во что гораст. Станок отличается, выполнен в профессиональной серии. Что это значит? Это значит, что у станка, это не просто диск металлический одевается на двигатель, это значит, что у него есть промежуточная промышленная опора. Я с собой не взял, но на одном из вебинаров, примерно, вот здесь покажите, пожалуйста, на одном из вебинаров я показывал, что такое full drive и что такое промежуточная опора. Вот здесь вот на этом станке, да, видно нашим зрителям? На этом станке вот стоит такая промежуточная опора, которая передает вращение от двигателя на вращающийся элемент через определенную систему, которая исключает биение, исключает нагрузку и увеличит долговечность работы. Здесь применена такая же система, но гораздо больше. Что мы еще предлагаем для заточки? Значит, чугунные плиты. Чугунные плиты бывают двух размеров, вот 300 на 400 и 220 на 240. Еще раз покажите. Да, вот смотрите. Итак, чугунная плита, вот такая вот, в деревянной оправке, в таком держателе, которая, ну, во-первых, эстетично выглядит, ну и позволяет вынимать отсюда вот эту вот плиту и, соответственно, использовать ее с двух сторон. Существуют модели с одной стороны, которые работают, существуют модели, которые с двух сторон работают. То есть у них шлифованы обе поверхности. Данная плита, которая идет 400 на 300, она односторонняя, но, соответственно, большего размера. Так, что нам еще понадобится? Вот внизу нашего станка имеются вот такие вот цветные баночки.
в которых находится абразив в виде алмазной пасты. В ассортименте нашей компании имеются различные порошки. Мы предлагаем для заточки на станке именно оксид алюминия F240. Да. Значит, сегодня мы будем затачивать для удобства, чтобы вам было всем видно. Мы крышку предварительно сняли крепление с нее, ну и, соответственно, мы ее уберем. Да? И чтобы вам было видно, как мы будем работать. Я думаю, что мы еще и, наверное, вот это вот да, изделие берем, чтобы было прям хорошо видно все это дело. Угу. У нас, ну вот это можно здесь, да, сделать. Угу. Итак, станок, абразивные порошки, алмазные пасты, дальше щетки для снятия заусенцев, распылитель, здесь находится шлифовальная жидкость, которая удерживает и помогает охлаждать планшайбу, дальше щетки для снятия заусенцев, ну и вот кто в чате напишет, что это такое, новинка от нашей компании, получит от меня лично приз, что это такое. Зачем это используется, для каких целей? Пока мы готовимся, у вас есть несколько минут, чтобы ответить на этот вопрос. Итак, Владимир, я приступлю что пока нам еще, к тому, чтобы... Да, к тому, чтобы сейчас именно подготовить планшайбу для работы, мне необходимо как раз вот это вот масло для шлифпорошков, ну непосредственно сам порошок, то есть, опять же, еще раз повторюсь, оксид алюминия F240, вот, и мне понадобится, ну, естественно, магнит для удержания самого ножа. Вот, ну, чуть позже я его сейчас разберу. Самое главное, хочу обратить ваше внимание на то, как нужно подготавливать планшайбу. То есть масла лить много не нужно. Все излишки масла, если они появляются, их можно убрать обычной, там, допустим, сухой салфеткой, именно сухой салфеткой. И так как сейчас компания ADEMS ушла от архимедовой спирали, теперь затраты по количеству порошка стали минимальными. То есть, если раньше, допустим, я тратил там порядка 4 как бы щепоток, то сейчас достаточно одной. И это не говорит о том, что компания ADEMS была, ну, то есть сделала это специально. То есть, наоборот, компания ADEMS хотела сделать хорошо для того, чтобы не делать частых смен абразива. Да, насколько я помню. Но сейчас, опять же, тенденции повернулись таким образом, что наши вам рекомендации, ну, допустим, да, от 7 до 8 ножей затачивайте комплектов, и лучше ее снять, промыть и поставить опять же назад, и также подготовить ее опять же для работы. То есть для того, чтобы мы сделали... расположили, ну, то есть засыпали порошок, шаржировали его и, соответственно, именно чем чаще мы будем смену осуществлять порошка, тем качественнее вы будете и правильнее работать, потому что порошок не будет перемешиваться с металлической стружкой, он не будет забивать поры, соответственно, порошок будет вот именно для этого количества ножей удерживаться на, соответственно, самой поверхности планшайбы. Вот, Эдуард, я приступаю пока... Да, вы пока готовите планшайбу, я еще хотел рассказать об одной особенности станка. Так часто мы не рассказываем, но тем не менее появилась такая возможность. А вот с этой стороны, где я нахожусь, имеется отсек, когда вы в условиях особенно ограниченного пространства используете, то все вот это расходные материалы, которые у вас есть в процессе после работы, можно заботливо убирать во внутреннюю часть станка, ну и, соответственно, у вас это ничего не потеряется, останется всегда при вас. И если вы используете выездную заточку и перевозите вместе с собой станок, очень удобно туда складывать все это в отдельные какие-то пакетики либо коробочки, ну и, соответственно, все это туда складывать. Как еще можно применить данное пространство? Я думаю, наши заточники уже как-то это все дело применяют, поэтому делитесь своими мнениями. Я думаю, что фантазия у вас огромная, пространство великое, что туда складывать или прятать, и от кого прятать. Я думаю, вы нам расскажете, счастливые владельцы уже этого станка.
Ну вот я сейчас подготовил уже планшайбу, то есть я, ну, скажем так, не залил, а именно нанес на нее масло, и излишки вот обычным ватным диском я устранил. Именно масло. Теперь я беру порошок, аккуратно. Чем мы сейчас занимаемся? Мы проводим шаржировку, шаржирование планшайбы, вот это именно алюминиевой. То есть самое главное, не засыпайте порошка, чтобы здесь не было много излишек. Лучше вы потом досыпите порошок, нежели чем вы его пересыпите, и, во-первых, он весь будет за бортом, это да. раз, и второе, соответственно, просто стоять и дышать этой пылью тоже не очень хорошо. Вы при правильном распределении порошка вы добиваетесь снижения расхода, потому что порошок, он не дешевый. Второй момент, вы меньше вдыхаете, меньше грязи. Соответственно, ваша задача в процессе вот этих действий, не только этих, забить мягкий алюминиевый сплав, постараться утопить зерна абразива в планшайбу. То есть сначала я распределил подушечками пальцев просто сам порошок, который был нанесен. Теперь я взял деревянный брусок и вот таким вот движением, округлым движением будем говорить, я его сейчас, как сказал Эдуард, утапливаю сами зерна в шероховатость самой планшайбы. Да, и теория это называется шаржирование, вот процесс шаржирования, и это именно закрепление ячеек абразива в мягком слое алюминия, чтобы при касании закаленного ножа у вас происходило волочение по ножу, не прокатывание, а именно оставлялись риски на ноже закаленном, а на планшайбе они оставались, постараться без движения. Вот она готова. Итак, напоминаем, по нашей рекомендации, вот вы один раз ее забили, может быть сейчас нам потребуется чуть-чуть подсыпать кое-где, если мы увидим. Через 5 ножей мы рекомендуем снять эту планшайбу и промыть ее, чтобы у вас результат всегда был отличный, и вы не отвлекались на то, чтобы искать потом причины, почему у вас нож не стрижет. Да, сейчас я разбираю нож, то есть я его разобрал, соответственно он состоит у нас из двух частей, это фиксированная часть и, соответственно, плавающая, то есть которая, собственно-то, и отвечает за съем, состригание волос, срезание волос именно, с того, собственно, основания, на которое, с которого уже парикмахер это снимает, да, то есть это либо под ноль, либо идет модельная стрижка. Вот, это я сделал. Теперь дальше, естественно, мы всегда призываем вас защищать ваши легкие от пыли. Эдуард, извините, но, к сожалению, у меня респиратор один. Естественно, мы одеваем очки. Вы можете, если почувствуете, нежелательный, так сказать, вдыхание пары порошка, можете чуть-чуть от меня отдалиться. Вот, собственно, вот он наш магнит, то есть обращаю внимание на технику безопасности, то есть, насколько я помню, магнит, вот этот хоть и маленький, но на разрыв это 6 килограмм, и, соответственно, также, он предназначен для удержания ножа, и также мы рекомендуем именно для, решеток, и ножей мясорубок. Да, то есть не более 60 мм в диаметре, потому что, скорее всего, этот магнит, я не думаю, что вы сюда будете там 100 мм, да, или более там, то есть распределять, но все-таки мы вас предупреждаем по технике безопасности. То есть вот такой магнит идет в комплекте. Если у вас будет что-то более тяжелое, мы вас призываем к тому, чтобы вы именно приобрели дополнительный магнит на большее удержание килограмм. Вот. Мы, как говорится, заботимся о вас, и техника безопасности для нас в первую очередь. Я бы еще хотел такую ремарку добавить. Смотрите, друзья мои,
опять же таки, мы сегодня покажем азы, мы покажем основы, которые буквально кажущаяся простота этих движений, но бывает так, что потом кто-то покупает или начинает самостоятельно пробовать, у некоторых не получается. Конечно же, ну, это опыт, это знание, и поэтому все мы вам не расскажем. Но мы вам покажем, что вот нестригущий нож, он в конце, ну, по нашей задумке, уж не знаю, как получится, будьте, Господи, неисповедимы, мы должны все-таки получить результат. Мы берем на себя это обещание. Итак, смотрите, еще такой момент. Владимир Карандашов угадал, что это такое. Значит, мы быстренько вам покажем. Мы будем использовать для ну, давайте, да, я вот таким вот образом это покажу. То есть это некий шаблон, то есть по которому выставляется именно нить, где будет проходить траектория движения ножа. Да, то есть вот таким вот образом, ну, я его сейчас расположу по отношению к вам, наши телезрители, да, то есть здесь получается, что вот этот вот край, он идет со смещением, ну, как бы относительно, да, от центра. Вот, ну и, соответственно, так как мы вот эту вот защитную часть кожуха мы ее сняли, то есть она располагалась вот таким вот образом, то есть вот. И дальше, давайте да, визуально Эдуард покажем просто людям, что как, потому что мы, да, ну, вот, кто не слышит нас или на другом языке здесь не дотянется. У нас не дотягивается. Здесь, то есть мы примагничиваем, и у нас очень жестко фиксируется. Вот здесь ну да, вот. то есть вот я сейчас здесь могу примагнитить, вот таким вот образом я ее располагаю. Вот он, этот шаблон, и то есть здесь дальше к основанию кожуха. То есть, соответственно, вы этот шаблон убираете, и вот эта вот нить, ну, то есть по которой вы будете осуществлять скольжение по оси ножа, оно остается. Но так как я опытный мастер, я сделаю это что? Правильно, на глаз. Я готов к тому, чтобы включить станок. Будем говорить, не будем говорить про бытующее мнение относительно вращения планшайбы. Я все-таки очень хочу это сказать, и как вот у меня мастера некоторые об этом спрашивали, то есть куда должно происходить вращение планшайбы, по часовой или против часовой. В моем случае я работать привык и буду работать именно по часовой вращению. То есть, соответственно, нож у меня будет располагаться относительно меня вот на этой стороне, и искра будет лететь из-под зубьев. Вот. Многие со мной, возможно, не согласятся и скажут, что нет, нужно, чтобы вращение было против часовой. Этот станок как раз позволяет для тех, кто именно привык и работает против часовой вращением, и что якобы зерно должно заходить именно на зубья. Вот. Здесь, наверное, каждый останется при своем мнении, но мы, самое главное, увидим результат. Увидим результат, и станок позволяет каждому мастеру определить направление вращения самостоятельно, так, как он желает, и как он привык, как его научили. То есть оборудование компании ADEMS, оно универсальное во многих смыслах. Итак, первое. Какие обороты мы выставили? Мы выставили максимально 1500 оборотов. 1500 оборотов. Кто-то, опять же, может, ну, скажем так, бояться, да, заносить именно нож на планшайбу с частотой вращения. То есть вы, в принципе, можете ее уменьшить и начать практиковаться от 1000 оборотов. То есть данный станок начинает от 1000. Но самое главное, чтобы вы включали станок именно с частотой вращения 1,5. То есть чтобы именно планшайба разгонялась быстрее, да, и мощность как раз, ну, потому что планшайба достаточно тяжелая. И потом вы снижаете частоту вращения до 1000 оборотов. То есть сейчас, ну, вы, наверное, слышали, да, и видели, как искра, то есть было 1,5. Сейчас вот я сделаю касание на 1000 оборотов. То есть вы слышите, как медленно, ну, во-первых, медленно происходит съем. И у меня немножко, ну вот, допустим, на 1000 оборотах у меня рука немножко начинает, ну, дергаться, да, потому что идет небольшое такое подкусывание. Причем, я думаю, что это будет как и против часовой, так и по часовой вращение. Вот, а когда мы прибавляем именно на частоту вращения 1500 оборотов, то есть, опять же, вы спросите, почему нету как бы промежуточного, но, опять же, я привык к 1500 оборотов, и здесь я ни в коем случае вам не навязываю, но услышьте, каким
как мягко начинает передвигаться нож по планшайбе, и у меня нет вот такой вот именно дерготни. Вот, ну что, уже нож именно фиксированный, он заточен. Все, вот, то есть я сейчас показываю однородное пятно контакта, наш оператор может приблизиться и показать то, что я вот так вот немножко покачаю, то есть чтобы было видно именно отблески, да, что именно, ну, здесь однородное пятно контакта. То есть по факту это мы сделали. Теперь дальше я беру плавающий нож, также сюда устанавливаю магнит и располагая нож фактически таким же образом. Вы, наверное, обратили внимание, где у меня проходит виртуальная прямая. Вот. Это я затачиваю до появления такого вот легкого заусенца на вершинах зубьев. По факту все. То есть здесь вот, ну, смотрите, сколько у меня потребовалось времени на заточку. Несколько секунд на один нож и еще меньше секунд на второй нож. Но мы, наверное, должны сказать нашим зрителям о том, что каждый нож по времени обрабатывается разное количество времени. Все зависит от степени его износа и состояния, в котором вам его принесли. Бывает, нож нужно просто подправить, а бывают ножи, которые необходимо выводить в выработку очень, какое-то длительное время. Так вот, ну, сколько максимально времени из вашей практики, Владимир, вы затачивали, шлифовали нож на станке? Ну, я даже не могу сказать, как бы, ну, где-то минута у меня уходит на... Бывали такие тяжелые случаи, когда приходилось там 5 минут шлифовать? Нет. 3 минуты это максимум, это опять же фиксированный нож, потому что у фиксированного ножа от плавающего, как правило, всегда выработка гораздо больше, нежели чем у плавающего. Ну и плавающий нож максимально я выводил порядка 1,5 минут. То есть у нас получается 4,5 минуты Вот смотрите, получается, достичь такого эффекта с помощью чугунной планшайбы можно, и также снять эту выработку, но времени для этого потребуется гораздо больше, потому что ручной труд, плюс применение разной степени абразива, ступеней абразива, по, опять же таки, разговорам заточников от этого уходит от 30 минут до часа, вот в этих где-то пределах может уйти на подготовку одного ножа. В условиях, когда вам принесли с одной парикмахерской, допустим, 5, 6, 10 ножей, я думаю, что станок, он выполняет именно основную обдирочную, и почти уже до готовности шлифовки ножей. Иногда, что вам подать? Масло. Иногда, кстати говоря, бывают такие случаи, когда станка вполне достаточно, и ножи уже стригут. И нет необходимости в Ну вот, собственно, плите. что я сейчас и хочу показать. Я хочу собрать ножевую пару. И как бы вот мы перед началом его разбора я вам показывал, как он стригет. Стрижет. Эдуард, поправьте меня, если я не по-русски говорю. Может быть, нас смотрят У нас те есть люди, благодарные наши зрители, которые лучше нас, наверное, знают русский язык. Мы не будем в эту нишу ударяться. Если мы говорим правильно, они нас поправят. Будем вам благодарны. Хорошо. Умнеть, как говорится, никогда не поздно. Хорошо. И вот я прошу оператора показать нашу планшайбу. То есть, что мы сделали на поверхность чистой новой планшайбы. Мы нанесли небольшое количество специальной шлифовальной жидкости. Далее посыпали порошком и зашаржировали. Вот работаем мы вот в этой здесь 95 миллиметров рабочей поверхности. Вот здесь вот мы работаем, соответственно, располагаем нож. Здесь сделали специальное обнижение, чтобы сюда не заходить. Вот. И сейчас, благодаря тому, что алюминий, он более мягкий, частицы абразива, они как бы закрепляются, утопают в алюминии и производят уже непосредственно шлифовку закаленной стали ножевого блока. Сейчас мы что сделали? Мы заточили, мы вам показали, что он не стрижет, заточили только на станке ножевой блок. И хотим посмотреть, получилось ли у нас результат и получится ли у нас сейчас тестовая стрижка меха. И посмотрим, потребуется ли нам дальнейшая обработка на чугунной плите. Дальнейшая доводка, да, как у нас привыкли все
говорить, то что, ну опять же, бытует мнение, что недостаточно одного станка фронтплейта для того, чтобы затачивать и обслуживать именно ножевые блоки для грумеров, потому что многие говорят, ну вроде бы человеческий волос, он толще там в 12 раз, чем подшерсток, да, животного. Вот, но опять же, я не знаю, стригет он или нет, стрижет Итак, он или делаем нет. ставку, есть, господа, да? прошу голосовать в чате, будет стричь или нет. Итак, мы начинаем. Ну, он по-прежнему, Эдуард, Итак, не стрижет. вот, с этим ножом, именно для грумеров, мы пришли к тому, что после обработки на станке и снятия основной, придания основной геометрии ножа, нам потребуется, и мы вам покажем технологию уже тоже не долгой, а быстрой доводки до доведения ножа до того момента, когда он будет стричь. Плоскогубцы принесешь? Сейчас мы попросим еще, да, чтобы плоскогубцы принесли. Они мне будут необходимы, но вы увидите для чего. Итак, мы перемещаемся к чугунной плите. Вот это изделие производства нашей компании. Состоит из двух частей: самой чугунной плиты, ну и деревянной подставки. Деревянной подставки для закрепления, удобства, ну и, соответственно, в процессе работы у вас, если у вас нижняя часть тоже рабочая будет, вторая сторона, то она не будет касаться у вас стола и не будет на нее налипать абразив другой фракции, на которой вы планировали. А также мы рекомендуем, если вы работаете с одной небольшой чугунной плитой, а не с большой, то использовать две стороны, либо иметь две плиты. Первая плита будет использоваться для, ну, давайте разделим это на человеческие волосы. А вторая плита, либо вторая сторона, будет использоваться для грумерских ножей, для стрижки животных. Вот. Почему? Потому что на первой стороне для человеческого волоса достаточно, ну, такого более грубого абразива. Вот. На второй стороне работа идет более мелким абразивом. Я сейчас Итак, заготовленную табуреточку. Вот, то есть я сейчас беру чугунную плиту, подвигаю ее к себе поближе и, соответственно, мне нужно ее подготовить. То есть подготовка выполняется следующим образом. Я беру, ну, в данном случае это такая заготовочка домашняя, это керосин. Вот, я сначала протираю, ну, чтобы убрать излишки каких-либо фракций, песчинок, чего-либо непонятного, что сюда может попасть. Вот. Теперь я беру алмазную пасту, ну то есть так как у нас была обработана на F240, то есть это примерно по риске она дает 40 на 28, то есть значит доводку я буду делать на алмазной пасте 20 на 14. То есть достаточно вот мне взять вот такого вот количества пасты, ну опять же наш видеооператор может это показать, то есть здесь не так много ее. Вот, я ее могу нанести в самый центр, добавляем немножко керосина, для того, чтобы ее сделать более жидкой, чтобы она потом, и вот таким вот образом я ее распределяю. То есть алмазные пасты у нас в наличии есть, всех цветов и мастей, причем как ном, так вом, так и пом. Эдуард, вы, может быть, расшифруете нашим участникам? Пасты алмазные делятся на разные категории, и один из показателей – это содержание алмазного порошка в связке, который его удерживает, именно абразив алмаза. Таким образом, есть порошок ном, N – это нормальная концентрация, есть повышенная и есть высокая. Высокое содержание – это 100% содержание порошка. О означает, что она смывается органическими растворителями. Для смыва ее с поверхности нужны органические растворители. И М обозначает, что сама паста по фракции, если посмотреть, она, ну, напоминает такой М. М это значит мазеобразная, мазь. Такой вот
такой вот баночке, вот здесь вот 50 грамм, я думаю, что даже при высокой интенсивности работы вам ее хватит очень надолго. Потому что непосредственно самого порошка, самой алмазной пасты используется, требуется не очень много. Итак, что мы сейчас делали? Мы нанесли алмазную пасту на чугунную плиту и таким образом произвели финишную доводку, проверили, это здесь не только финишная доводка нужна, но еще и нужно проверить пятно контакта. Пятно контакта, правильно ли мы проточили на станке, посмотреть, равномерно ли пятно идет контакта по всему ножу, не осталось ли каких-то пустых полей, непроточных элементов. Здесь у нас сейчас нет микроскопа с собой, но в принципе можно еще посмотреть под микроскоп, мы бы увидели, что какой рисунок дает у нас сама планшайба и какой рисунок дает обработка на чугунной плите. Технология обработки, доводки на чугунной плите, она, так скажем, их несколько много очень вариантов в зависимости от типа износа ножа, типа и вообще задачи, которые вы преследуете. Вот, и поэтому даже движения, которые нужно проводить на планшайбе, они тоже имеют свою траекторию разную. Вот. Это никакой не секрет, но мы думаем, что это больше способствует достижению результата. Все это в более большом длительном курсе мы рассказываем в нашей Академии Заточки. Находится она в городе Самара, поэтому можно записаться по телефону на сайте на обучение. Обучение в Академии Заточки проводится не только по всему спектру, да, но вы можете приехать на повышение квалификации, вы можете приехать к углубленному изучению только заточки одного инструмента, например, заточка на живых блоках, парикмахерских или грумерских машинок. Мы хотим сказать, что на сегодняшний день, в принципе, мы уже достигли того результата, при котором мы можем смело вам говорить, что уехав от нас, вы получите те знания, при которых вы сможете зарабатывать деньги на этом процессе. Ну или даже если вы будете обслуживать только ради спортивного интереса себя и своих близких, это уже немаловажно. Итак, главное, это результат, который дает нам сейчас я включу ее, чтобы она немножко притерлась после доводки. Итак, в прямом эфире мы вам показываем то, что неработающий нож, вот мы его заточили, довели на притирочной плите, ну и соответственно наша сегодняшняя задача сделать так, чтобы получить рабочий нож-стриг, да. То есть он начал стричь, но я сделал доводку только одного ножа. Причем я сделал это специально для того, чтобы сейчас понять, а достаточно ли доводки одного ножа. Причем это иногда бывает. Да, поэтому мы перед вами откровенно честны и, соответственно, мы все равно сделаем и постараемся довести этот нож, ну и, соответственно, так скажем, перед вами не ударить в грязь лицом. Вот. Итак, опять же повторюсь, чугунная плита бывает двух размеров: 400 на 300, 240 на 220, для удобства. Просто сколько у вас места в мастерской, на большой плите все-таки удобнее работать, более стабильный результат, ну и, соответственно, результат стабильный, значит мы получим быстрее гарантированный результат. Угу. Итак, я потерял магнит. Траектория движения алмазной пасты, вернее ножевого блока на чугунной плите, она бывает разная. Мастер, в зависимости от своего опыта, определяет, где не хватает, в каком месте пятно контакта, где у нас недобор, перебор, ну и, соответственно, нивелирует вот эти вот моменты. Вот. Ну, сейчас я такими вот движениями. Наша задача получить однородное пятно контакта. Да. Наша задача получить однородное пятно контакта. После заточки ножа на планшайбе, он
у него появляется небольшое, то есть нож, в принципе, должен работать идеально, ну, притереться должен идеально ровно. Но чтобы избежать каких-то ошибок заточника, планшайба имеет определенную геометрию. Она не плоская, она имеет конус. Вот, соответственно, на плоскости планшайбы такая, так скажем, выборка идет, которая, ну, грубо говоря, если так сказать, она повторяет вот такую вот форму. Для того, чтобы ножи быстрее притерлись. И более правильно. Вот. Данная планшайба, она двусторонняя. С другой стороны у нее плоская сторона полностью. Плоская сторона используется у нас для заточки ножей и решеток мясорубок. Технология очень простая. Вариантов заточки здесь один. Берем ножевой блок, вернее решетку, либо нож. Берем магнит, ну и соответственно укладывая на плоскую поверхность планшайбы, также шлифуем до однородного пятна контакта. Те же манипуляции мы проводим, если у нас сегодня время останется, то что мы будем побеждать этот нож до конца. Соответственно, после заточки решетки мы затачиваем нож, ну и соответственно все 4 грани режущие мы также на плоскости затачиваем. При вращении у нас получается шлифовка вот этих поверхностей. Наша задача добиться, чтобы на просвет нож и решетка не имели между собой никакого свободного пространства, не имели никакого искривления, потому что нож во время работы дает выработку, и нож утапливает в металле. Соответственно, сопряжение уже становится плохим, и скорость обработки мяса, ну, уже снижается, ну и качество обработки мяса снижается. Это очень важно, скорость, знаете, для кого? Для людей, которые работают в частных кофейнях, мини-предприятиях общественного питания, используя фарш, то есть накручивая, ну и, соответственно, для них скорость обработки мяса имеет немаловажную роль, ну и в быту также это нужно. Вот, значит, по предварительно, я так понимаю, сейчас доводки мы принимаем решение собрать нож и протестировать нож сейчас опять на искусственном участке меха, который используется для тестирования в компании Mozar при, соответственно, изготовлении новых машинок. Вот какую-то машинку мы тут недавно проверяли, буквально вот недавно, ну вот она стригла. Я так понимаю, это будет не это, да? Итак, делаем, вбираем воздух в легкие, с трепетом ждем этого момента, ну и, соответственно, смело идем вам навстречу и показываем всю нашу работу в прямом эфире. Мы, конечно, не будем говорить, что мы, ну так скажем, что идем к этому моменту либо долго, либо еще как-то. Мы к этому моменту идем честно и до доведения результата. У нас сейчас, конечно, мы в условиях работаем в импровизированной студии. У нас не все под рукой и не все эти материалы, но тем не менее мы сымитируем работу на выездной сессии, когда мастер приезжает, например, в салон грумеров и, посулив ему заточку, например, 14 ножей, мастер с удовольствием, я думаю, сколько стоит заточка, Владимир, одного ножа? 400 рублей. В вашей мастерской 4. Ну вот если 10-14 ножей, можно за час-два заработать, сами судите, от 4000 рублей. Итак, вот нож сейчас у нас стрижет верхний слой меха, не стригая более мелкий подшерсток Ну, здесь он, да, состригает. То есть он стрижет верхний слой меха. Здесь он состригает, ну, это человеческий волос, как вы видите, идеально. Ну, Итак, у нас остался решить вопрос именно очень тонкого меха, вернее, подшерстка, который нам нужно стричь. Да. Итак, значит, будем ли мы применять другую пасту? У нас есть паста еще. Да, я думаю, 20 на нужно 14. 10 на 14 просто еще взять. Так, сейчас 10 на 14, сейчас мы... Мы пытаемся, значит, сейчас
сымитировать ситуацию, я прошу нашего помощника Володя. найти нам в наших закромах пасту 10×14, потому что здесь на столе у нас ее нету. Да, 8, 10×14. 5×3. Каждая паста имеет свой цвет. В дальнейшем не нужно будет смотреть уже на маркировку. Я прошу прощения, я ее нашел. Угу. Паста 14×10, правильно? Да. То есть я сейчас просто уберу излишки пасты 20×14. То есть мы сейчас органическим растворителем смываем, да, нам поступил вопрос, сейчас мы будем отвечать на него. Смываем органическим растворителем остатки из старой предыдущей фракции алмазной пасты и, соответственно, наносим более мелкую. Раньше, до этого мы использовали, Владимир, какую? 20, 40? 20×14. Сейчас мы 10 Да, на мы 14. используем такую синюю 20×14, сейчас используем 14×10. Соответственно, Владимир подготовит. Итак, смотрите, поступил вопрос, как правильно мыть планшайбу. Итак, планшайба у нас снимается, откручивается 4 болта, винта. Вот, снимается просто с оси, спокойно, ровно. Здесь очень плотная посадка, нужно очень ровненько, аккуратненько, не переместив, ни наискосок не сняв. Вот. Далее, здесь у нас находится зашаржированный абразивный порошок. Соответственно, мы используем либо раковину, либо тазик, либо еще что-то с чистой водой, в которую добавляем моющее средство. Просто моющее средство. Потому что та жидкость, которую мы используем и предлагаем вам для удержания этого абразива, вот, значит, вот эту вот жидкость шлифовальную, она легко смывается щелочным раствором, любым мыльным. Ну и, соответственно, вы берете какую-то мягкую щетку, либо рукой, ну и под ферри он размывает, щелочь разъедает саму жидкость, ну и, соответственно, абразив мягкой щеточкой вы снимаете до получения чистой поверхности планшайбы. Нехитро. Планшайба, соответственно, сделана из нержавеющего сплава, алюминий он не ржавеет. Ну и таким образом после обработки высушиваете его с помощью естественной среды либо полотенца и устанавливаете обратно, не забыв о том, что у планшайбы есть две стороны. Первая — это конус. Вторая сторона у нас имеется плоскость. Соответственно, на каждой планшайбе, данная планшайба сейчас не имеет маркировки, но в будущем для понимания, у нас планшайба, вернее, имеет маркировку. Вот здесь вот, сейчас я покажу, где-то у нас была здесь маркировка. Ага. Так, данная планшайба не имеет маркировки, но вот здесь вот впоследствии в скором будущем появится маркировка обозначением конуса и плоскости. То есть вы не перепутаете. Вот, еще раз напомню, конусная сторона, она позиционируется для заточки ножей парикмахерских и грумерских машинок. Плоская сторона, также возможна заточка ножей парикмахерских машинок. Это уже, так скажем, кто понимает в длительности, в правильности технологии, то есть какой нужен прижим и все остальное. Ну и, соответственно, все-таки плоская сторона мы рекомендуем затачивать ножи и решетки мясорубок. У второй стороны нету вот такого занижения, соответственно, можно работать уже, там не требуется никакого направления, можно работать в любой точке, и для равномерного износа решетки и ножи необходимо затачивать по всей поверхности ножа, предварительно смотря, чтобы поверхность имела однородную структуру, имела однородное пятно контакта. Итак, также скажу, что существует несколько вариантов. Кто-то использует чугунные планшайбы. Чугунные планшайбы также есть в ассортименте нашей компании. Это, так скажем, в большей степени эксклюзив. Вот. Мы предлагаем также к продаже данную планшайбу, но
мы основное изделие предлагаем, это планшайба из алюминия. Опять же, проговорюсь, что в 2020 году мы полностью изменили, сам станок дорабатывали, а также полностью изменили геометрию, сплав и, соответственно, вот эти два параметра, которые сейчас гораздо эффективнее решают данную задачу. Вот. Далее у нас, пока у нас есть пауза, да, Владимир, у нас есть пауза, пока я могу рассказать еще об одной технологии. Пока оператор может как раз туда. Я попрошу показать еще станок ADEMS Full Drive. Вот. Ну и, соответственно, я вам скажу о том, что сам станок Full Drive, напомню его назначение, это станок для заточки парикмахерских ножниц, маникюрного инструмента. Это очень универсальный станок. На нашем канале YouTube есть варианты различного применения данного станка. И один из вариантов применения данного станка это именно тоже заточка ножей парикмахерских машинок на станке именно Full Drive. Как это делается? Итак, предварительно мы ослабили винты, снимаем вот этот кожух. Вот кожух, снимаем вот такой вот магнитный диск, на котором устанавливаются абразивные металлические диски с абразивной бумагой. Этот диск мы снимаем. В ассортименте нашей компании есть вот такой вот набор для заточки, комплект для заточки ножей парикмахерских и решеток мясорубок машинок. Значит, есть уменьшенная копия планшайбы 350 на 220 мм. Мы устанавливаем защитный кожух. Кожух нужен для того, чтобы собирать излишки абразива. Вот, сейчас мы манипулятор опустим вниз. Излишки абразива, ну и, соответственно, техника безопасности. Потому что бывает так, что при заточке, для чего вообще кожух нужен, для чего мы рекомендуем закрывать именно зону заточки. Сейчас мы для демонстрации открыли ее. Именно бывают такие случаи, когда нож срывается, бывает неудачное врезание ножа в поверхность, вращающегося с большой скоростью диска, и нож вылетает у вас из рук. И задача именно стенок и крышки поймать внутри нож, быстро выключить станок, ну и, соответственно, уберечь себя от каких-либо травм. Итак, данная планшайба тоже имеет конус, плоскость. Владимир, мы готовы к экспериментам? Да, пожалуйста. Итак, я собрал нож. Мы закончили. Да, в данном случае мы сейчас использовали притир для грумерского ножа 14 на 10, потому что у нас был взят именно притир именно 20 на 14. И вот я хочу сейчас показать именно результат, то есть который будет для всех, скажем так, это без какого-либо обмана, то есть мы вот под самые пироги, как говорится, то есть мы это все стачиваем. Ну, естественно, вот я попросил еще Владимира, чтобы он мне принес плоскогубцы, для того, чтобы я изменил немножко прижим, потому что с каждой заточкой у вас падает. Уменьшается толщина ножа, необходимо прижимной нож поджимать, чтобы здесь было. Итак, смотрите. Что мы получились? Что у нас получилось? С помощью технологий, знаний, умений, с помощью абразивных материалов мы не стригущий нож, именно грумерский. Вот это самый сложный у нас, один из самых сложных участков. Почему у нас с первого-второго раза не получилось? Ну и, соответственно, вот мы вам показали, что он сейчас стрижет. Естественно, вот это натуральный волос. То есть, это, опять же, воротник, да, то есть, естественно, мы видим о том, что съем идет просто моментальный, из-под самого низа, и вот как раз именно это было достигнуто с помощью станка, то есть мы убрали грубую выработку, да, то есть мы выровняли геометрию, и, соответственно, мы сделали притир на чугунной плите. Да, опять же, хочу ответить на ваш вопрос. Есть вопрос по поводу траектории движения ножа на плите. Смотрите,
У нас есть цель нашего сегодняшнего мероприятия не рассказать именно о траекториях, потому что этого будет недостаточно. Мы покажем вам траекторию, но мы делаем траекторию с определенным значением того, что мы делаем. Поэтому нежелательно сейчас об этом говорить. Ну и опять же таки, мы оставляем за собой право как бы владеть некой технологией, которую мы вам рассказываем в нашей Академии Заточки. Вы можете приехать на курсы повышения квалификации, где мы расскажем очень подробно, не торопясь, по различным типам ножей, по различным применениям, алгоритмам применения различных паст, соотношений, там, когда 60/40 нужно применять, когда нужно остановиться на такой пасте, что является критерием заточки, до какой степени это все делать. Это все не быстро, за час все это не сделаешь. Ну и, соответственно, там уже рассказывается, каждый нож имеет движение по определенной траектории. Сейчас Владимир применил одну технологию, ну и, соответственно, добился своего. Чему мы, так скажем, несказанно рады. Конечно, в условиях вот такой пародированной студии у нас по времени это получилось не быстро. Мы пришли к определенному результату, и мы гарантируем, что вот соотношение станка плюс других материалов дает тот результат. Я закончу рассказ о том, так, сколько у нас по времени. У нас еще осталось некоторое время. Я вам расскажу, прошу оператора показать еще раз сюда, к этому full drive. Я вам покажу сейчас момент именно, как устанавливается на станок, именно приспособление, вернее, комплект для заточки ножевых блоков. То есть тут устанавливается кожух, приворачивается к станку, устанавливается вот такой вот диск. Диск, копия вот этого диска, он имеет конусную сторону. Я протру. Из-за этого может не садиться. Да. Угу. Вот, данная планшайба, она рабочая, она используется в действующей заточной мастерской, соответственно, это рабочая лошадка. Ну и сейчас мы поставим его на новый товарный станок и покажем, как все это у нас устанавливается. Вот, соответственно, после установки данной планшайбы, здесь некая есть прецизионность, поэтому мы должны добиться, все встало, да? Используем штатный винт, который у нас идет в комплекте для крепления магнитной тарелки. Мы приворачиваем сюда его обратно. Здесь главное не торопиться, просто не торопиться, когда мы именно новую планшайбу устанавливаем первый раз на станок ADEMS Full Drive, то есть чтобы вот эти вот частички, остатки после токарного резца, то есть чтобы они нам, ну скажем так, слетели и в дальнейшем уже не мешали нашей работе. То есть естественно там до определенного щелчка, то есть когда мы услышим то, что она встала на... Да, ну и технология заточки ножей у нас она все та же самая. Мы используем, у нас нет разобранных ножей, покажем на решетке. При вращении станок вращается, выставляете скорость 1200, там 1300 оборотов, да? Ну, в пределах, да. То есть не разгоняем до 3000 оборотов, я станок просто не подключен к питанию. Но, ну и технология заточки примерно такая же. Каждый мастер выбирает направление вращения сам, технологию, скорость сам. Предварительно планшайба также шаржируется, как и большая планшайба, ну и, соответственно, все манипуляции проводятся также. Чем удобен, почему мы рекомендуем все-таки иметь в мастерской два станка? Если вы работаете в условиях стационарной мастерской, у вас каждый инструмент, каждый станок должен заточен быть под определенный инструмент. Данный станок все-таки предназначен для заточки этих ножниц парикмахерских. Когда вы выезжаете, это как запасное решение, когда вы куда-то поехали, либо вы сейчас на момент развития ограничены в бюджете. Вы можете купить станок и к нему несколько приспособлений. Но должны помнить, что если вам приносит 1, 2, 3 инструмента, 5 инструментов в день, эта технология допустима. Вот это вот замена рабочих вот этих вот всех инструментов. Как только вы развиваетесь и поток людей у вас растет, перестановка различных вот этих вот моментов с отсутствием биения, с настроенным зашаржированной пастой, все остальное, оно отнимает время. Время в данном случае работает не на вас, и вы теряете деньги. Таким образом, когда вы ограничены бюджет, вы можете ограничиться вот таким решением. В дальнейшем, конечно, мы вам рекомендуем покупать и фронтплейт, и full drive.
Ну Вот. и у нас были, я помню уже, да, мы вебинары, точнее даже не вебинары, а коротенькие видеоролики на канале ADEMS. Мы показывали, насколько удобнее все-таки работать с стационарным станком по той простой причине, что скорость за счет и диаметра окружности, то есть она выше, и те же самые решетки для мясорубки, и, соответственно, ножи, они тоже бывают в таком грустном состоянии, что ну реально просто не хочется тратить там больше 15-20 минут на время вот именно работы, зарабатывания. И опять же, ну скажем так, вот это стоит у нас в нашей мастерской 300 рублей, это комплект, да, заточки. И соответственно время работы 15-20 минут, это, ну скажем так, это оправдано. Когда вы маленькую мясорубку елозите там 1,5-2 часа, ну здесь уже нужно задуматься, то есть Да. особенно когда это на вот маленьком на маленькой окружности на 220 То есть планшете. такое решение имеет место быть. Также зачем нужен два станка? Вот представьте ситуацию, когда вы работаете с помощником. У вас в мастерской 2 человека. Если один человек затачивает что-то здесь, все, вся остальная работа стоит, соответственно, второй человек может работать здесь. Вот. Есть технологии, когда данный станок используется еще и для других целей. Например, Владимир экспериментировал с заточкой ножей, слайсеров, когда после заточки на фулл-драйве, именно придание угла, да, заострением сделали, вторая сторона ножа. Ну, то есть, когда мы сделали заточку на станке Full Drive, у нас получается, что заусенец вылазит на заднюю поверхность, то есть он туда загибается, да, ну, это я по-русски сказал, вылазит. Вот. И для того, чтобы нам избавиться от него быстро и максимально, то есть как раз я использовал вот именно плоскость планшайбы. Да. Вот. Потом заусенец, естественно, он никуда не девается, он остается, но он выравнивается и он становится менее стойким, то есть после чего его можно легко уже хоть пальцем, как говорится, устранить. Вот, вы можете приобрести, вот сейчас комплектация станка стандартная, это конус с одной стороны, с другой плоскость. Если вы не нацелены на пищевой сектор, а вы нацелены именно на большое количество обработки грумерского инструмента или парикмахерских машинок, вы можете заказать, либо приобрести дополнительную планшайбу. Можете сразу одну планшайбу в составе станка, на цену это не повлияет, приобрести планшайбу конус-конус. Таким образом, если у вас большой поток именно ножей парикмахерских или грумерских машинок, дабы увеличить в 2 раза ресурс данной планшайбы, вы можете заказать конус-конус. Вот. После того, естественно, конечно, через какое-то время, у кого-то это полгода, у кого-то это год, у кого-то может 2 года. Естественно, происходит износ поверхности планшайбы, у нее нарушается геометрия, появляется некая выработка в месте обработки. Вы можете обратиться в нашу компанию и решить этот вопрос 2 способами. Переточить эту планшайбу вот, до заводских, опять же, параметров, либо приобрести новую. Вот, поэтому чем и хорошо и удобно работать с компанией ADEMS, тем, что мы здесь, мы на рынке давно, мы не собираемся никуда уходить. И даже если через 2-3 года у вас появится вопрос в обслуживании станка, у вас что-то сломается, даже если станок у вас не на гарантии, а гарантия, я напомню, 1 год с момента приобретения станка, вот, вы можете обратиться в нашу компанию, и мы постараемся, даже если сейчас конструкция изменилась, изготовить под вас какую-то деталь, ну и, соответственно, отремонтировать ваш инструмент для зарабатывания денег. Если, я знаю, есть иностранные аналоги, которые приобретаются, ну, так скажем, одноразовые станки. Да, они дают результат, да, они работают, но проблема с заказом запчастей, ну, сами понимаете, это все-таки с границами, с пандемиями. Сейчас... Пандемии, да, всякое может быть. Ну и опять же отклик там может быть очень длительным, несколько месяцев, поэтому у нас это можно гораздо очень быстрее решить, обратившись в отдел по гарантии станки, в отдел продаж, ну и соответственно не оставив себя без заработка. Вот так вот вкратце. Так вот вкратце мы хотели сказать, если у нас вопросы. Так... Конусность на ноже от планшайбы не убирается на притирах при доводке. Убирается? Владимир.
Прокомментируйте, пожалуйста. Нам задают вопрос, убирается ли конусность. Да, конусность она убирается, но мы получаем именно ту необходимую плоскость, которая будет работать в прижиме двух ножей. То есть конусом мы быстро и качественно убираем выработку. И также мы не исключаем возможность после именно заточки на конусе, просто без притиров мы собираем, проверяем, если нас это устраивает. А в режиме, допустим, тех же самых, ну еще раз вот я покажу, допустим, то есть вот пучок волос, то есть вот это работает сейчас во всех трех, на всех трех материалах мы проверили, ну допустим, для пучка волос конуса будет достаточно, да, то есть причем это вот оно все быстро происходит, срез, и мы не осуществляем именно притир на чугунной плите. В основном, ну в большинстве случаев мы именно делаем притир на, то есть для грумеров. То есть мы делаем притир для грумеров. И также мы можем использовать еще и технологию комбинирования, да, как вот сейчас я показал. То есть мы здесь сделали обдирку, здесь мы довели до качественного реза. Либо наоборот, мы один из ножей сделали на конусе, второй нож, допустим, плавающий, где меньше поверхность соприкосновения, то есть самой площадки обрабатывания на чугунной плите, мы ее довели именно притиром на, опять же, планшайбе. То есть получается, что в условиях мастерской необходимо иметь станок и чугунная плита. То есть алмазные пасты, да, их огромное количество, но в любом случае вы также ограничите себя со временем, ну, уже подбором каких-либо зернистостей, то есть с которыми вам привычно работать. То есть в компании ADEMS сделать можно заказ, начиная как с пасты зернистостью 60/40, заканчивая 1/0, но опять же здесь нужно как бы, ну, осознавать свой аппетит, да, то есть там паста 1/0, она может быть нужна будет для доводки парикмахерских ножниц, а пасты, например, там 7/5 или 14/10, вот то, что сейчас я сделал, вы можете ограничиться именно для доводки ножей, именно для работы, ну, то есть для работы грумеров. Вот, поэтому этот станок, он палочка, ну точнее даже не палочка-выручалочка, а это основной станок, с которого мы начинаем, и чугунная плита, это та часть, это то дополнительное приспособление, на котором мы именно осуществляем доводку. Также я, кстати, могу, ну вот сегодня мы не успели, мы просто не нашли ножи именно с комбинированными, то есть, да, ножами, то есть где идет керамика и металлический нож. Также мы можем металл осуществить заточку на станке Front Plate, а керамический нож мы можем именно, ну, то есть сформировать именно плоскость, да, то есть именно сделать доводку керамики, именно обновление пятна контакта, потому что, как ни странно, при всей своей жесткости керамический нож, при всех его, ну, свойствах жесткости, он все равно имеет выработку. Ну, то есть именно после того, как им пользуются, пользуются им, как правило, там, я не знаю, с утра и до пенсии, да, потому что люди у нас не привыкшие, то есть вот это как раз культура обслуживания и именно возможность заточки ножей для парикмахеров, да, то есть для парикмахерских машинок у нас она, к сожалению, не развита. Ну, я имею в виду с точки зрения, что не всегда парикмахер принесет ножи на заточку, хотя, например, парикмахерские ножницы он принес. И здесь мы всегда, когда клиентам отдаем парикмахерские ножницы, мы все равно говорим, мы делаем заточку и ножевых блоков. И здесь мастера очень сильно удивляются и говорят нам, ой, а как так, а мы не знали, а мы вот их выкидываем. Или наоборот, грумеры приходят затачивать только ножевые блоки, а с ножницами не приходят. Да? И мы здесь как бы, ну, постоянно вот между двух огней. И это, конечно же, все зависит еще и от нас самих, то есть насколько мы делаем, ну, как бы располагаем себя как мастеров по отношению к нашим клиентам. Итак, давайте резюмировать итог нашего мероприятия сегодняшнего. Мы пришли к тому, что взяли неработающий нож с помощью станка ADEMS Front Plate для заточки ножей парикмахерских машинок, с помощью чугунной плиты и алмазных паст, мы довели его до рабочего состояния. Такой нож уже не стыдно отдавать, ну и, соответственно, он будет долгое время работать. Какое? Ну, это зависит от, опять же, типа шерсти, количества стрижек и всего остального.
Многие, вставая на путь именно заточки и желая зарабатывать на этом, они совершают, ну, так скажем, несколько ошибок, которые охлаждают пыл и охлаждают именно стремление к осуществлению, доведения себя до мастерства в заточке. Обратившись в нашу компанию, вы получите все технологии, расходные материалы, плюс оборудование, и придете через неделю, через две приедете в свой регион, соответственно, вы уже будете начинающим мастером с очень большим отрывом от тех, кто пытается придумать что-то сами обучиться, все остальное. Они пытаются делать станки, они пытаются делать, где-то искать, какая нужна там плита, какой абразив. Все это время, если вы очень много, если вам это интересно, то пожалуйста. Для тех людей, которые хотят зарабатывать и, соответственно, перейти от хобби именно к заработку, в ассортименте нашей компании есть для этого все. Есть для этого все. Напомню, это и оборудование, это расходные материалы, это знания аккумулированные в нашей академии заточки. Ну и также мы помогаем открывать свое дело путем рассказывания вам, как это сделать. То есть, как избежать ошибок, что открыть, ООО или ИП, как лучше стартануть в условиях ограниченного потока клиентов, либо большого количества клиентов, открывать отдельную мастерскую, арендовать, либо на балконе затачивать. Далее, вплоть до помощи дизайн-проекта вашей мастерской, то есть вы можете обратиться в нашу компанию, мы вам сделаем дизайн-проект, также написать бизнес-план, ну и, соответственно, полностью запустить вашу мастерскую. Вы можете сказать, позвонить в нашу компанию, сказать, мы хотим мастерскую под ключ, и мы вам все это сделаем. Также мы обладаем знаниями и можем вам рассказать о альтернативных источниках финансирования вашей мечты, вашей идеи стать заточником, потому что сейчас существует несколько способов финансирования этого. Можно бизнес открыть не на свои деньги, можно открыть бизнес за счет частично. Есть технологии сейчас и фонды, которые вообще можно ничего не вкладывать. Главное правильно преподнести видение свое, написать правильный бизнес-план, обратиться в правильное место, ну и, соответственно, обо всем этом мы вам можем рассказать на нашем маркетинговом блоке в Международной академии заточки ADEMS, как открывать свое дело, как зарабатывать, не вкладывая ни рубля, ну и, соответственно, с помощью каких-то альтернативных источников финансирования. Даже если у вас очень большая идея вот этим всем заниматься, но у вас не хватает опыта, либо не хватает денег, можно же найти инвестора, можно обратиться к кому-то. Но к инвестору вы придете, ему всегда нужно дать что-то, помимо возврата денег, нужно же показать, что вы состоятельны в том, чтобы он в вас поверил. Здесь нужны специальные бизнес-инструменты, они не хитрые, но они требуют детальной проработки под каждый тип, ну, так скажем, есть эконом-класс мастерская, есть элит-класс мастерская, все зависит от оснащения, места аренды и всего остального. Весь этот ассортимент, все, что я рассказал, вы можете обратиться в нашу компанию, получить консультацию, ну и, соответственно, обучение по всем этим вопросам. Ну что, мы будем закругляться. Значит, с победителями конкурса мы свяжемся отдельно, ну и, соответственно, подарок, если мы обещали, мы его вручим. Мы хотим поблагодарить нашу команду, которая помогала нам в осуществлении данного мероприятия. Я хочу поблагодарить Владимира. Спасибо тебе большое, что ты показал мастер-класс по работе на наших станках. Соответственно, прошу звонить, обращаться, ответим на все ваши вопросы. Всего доброго. Всем спасибо. Обращайтесь в компанию ADEMS.